Мы уже заканчиваем выращивание томатов в своей теплице. Вторая половина июля. Выращиваем их через рассаду. Высаживали в апреле месяце. Ну, конечно, в конце июля уже пора собирать урожай. Каким образом можно повлиять на ускорение дозревания томатов? Первое, что мы сделали, за 40-45 дней до предполагаемой даты уборки мы прищипнули верхушку. Прищипнули верхушку, оставив два верхних листа над последней кистью. Последняя кисть у нас еще наливается, предпоследняя кисть уже практически налилась. Нижние кисти по сути уже имеют свой сортовой размер. Мы выращиваем томаты Бадерин. Они не очень крупные, в отличие от некоторых других сортов. Но в среднем размер вот такой. Могли бы быть немножечко покрупнее. Это Молдуа. Здесь уже плод совсем совершенно другой по размеру, по массе. И тоже мы сейчас работаем над его ускоренным порозовением. Потому что Молдуа это розовоплодные томаты, а Бадерин красноплодные. Итак, друзья, первое действие, которое я бы советовал для ускорения наливания всех плодов по всем кистям и ускорение покраснения, это прищипнуть. Перестает растение развиваться вверх, начинает думать о том, как ускорить развитие внизу. То, что осталось на растении, естественно, быстрее укрупняются и более ровными становятся плоды на растении. И затем они начинают уже после процесса укрупнения, начинают краснеть. Это первое. Второе. Вот смотрите, мы когда начинали выращивать, высадили, выращивали по мере подрастания, удаляли первые два листа, потом еще два листа, оставляли под нижней кистью пару листов, потом их убрали. Здесь в основном мы листья оставляли между кистями. Так вот, для того, чтобы поспособствовать ускоренному покраснению томатов, обратите внимание, мы сейчас убрали вот буквально, ну, вот первая кисть, вторая кисть, третья кисть, четвертая кисть, вот практически до пятой кисти мы убрали листостеблевой аппарат. Если первые разы, когда убирали листья, мы соблюдали некоторую осторожность, по 2, максимум по 3 листа убирали, чтобы растения не стрессанули, потому что в тот период шел налив плодов, то сейчас, когда плоды уже увеличились до практически сортового размера, у нас уже нет необходимости держать вот эти верхние листья, которые работают на налив плодов. Мы их удалили. Удалили вот до такой высоты. И сейчас плоды уже перестали наливаться. А когда они перестают наливаться, перестают получать питание плоды, тогда растение запускает в них процессы покраснения, вызревание, скорейшее вызревание семян начинается. А семена в томате вызревают с параллельными процессами изменения цвета. То есть вот таким образом мы, убирая листья, запускаем процесс ускоренного покраснения. Кроме того, убрав листья, которые прикрывали от солнца плоды, мы также их быстрее зажигаем. Солнышко падает, и процессы в плодах происходят гораздо быстрее. Это второе, что можно сделать на ускорение. Третье, что можно сделать, это обработать по созревающим плодам каким-нибудь этилен содержащим препаратом. Мы этого не делаем, хотя я знаю многих огородников, которые профессионально в коммерческих целях занимаются выращиванием томатов. Вот они, бывает, обрабатывают этил содержащими препаратами типа этрел, гидрел и что-то подобное. Мы не обрабатываем, и видите сами результат, все равно происходит покраснение, и достаточно объемное покраснение, что множество плодов уже краснеет. Причем на разных кистях. От первой кисти, вторая кисть, третья кисть, четвертая начала зажигаться, ну, пятая еще немножечко это. В общем, препараты эти, применять их или не применять по плодам, думайте сами, решайте сами, мы не применяем. Вот. И, наконец, четвертое, можно немножко поиграться поливами. Уменьшая поливы в этот период, когда уже налились кисти, мы можем также завести растения в стресс. А ведь все это по сути направлено на стресс. Что мы делали, о чем я рассказал. Прищипывание верхушки – это стресс. Обламывание одновременно большого количества листьев – это стресс. Обработка этилсодержащими – это, можно тоже сказать так, стресс. Так вот, прекращение поливов или существенное подсушивание растений
на покраснение, направленное подсушивание, то это тоже будет стресс. Будет тоже для растений стресс. Но я бы не советовал тоже поливами сильно играться, потому что верхние кисти еще недостаточно налились, и ограничивая их по количеству влаги, вот эти кисти рискуют не укрупниться, остаться мелкими, то есть мы можем урожай на них не взять. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Мирного неба над головой.